Всем привет, с вами Дина. И я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». Сегодня продолжаем серию вкусных клубничных десертов. Приготовим творожно-сметанный десерт с клубникой. Все знают, что творог очень полезен для молодых растущих организмов, а также для тех, кто занимается фитнесом и следит за своей фигурой. А в сочетании со свежей клубникой этот продукт становится не только полезным, но и очень вкусным. Преимущество творожно-клубничного десерта в том, что он низкокалорийный и очень легко готовится. Правильно приготовленный творожный десерт имеет однородную, без комочков, воздушную структуру, больше напоминающую мороженое, и поэтому придется по вкусу даже тем, кто не любит творог. Сегодня я покажу два вида подачи творожно-сметанного десерта с клубникой, для приготовления которого нам понадобится 400 граммов творога, 400 граммов сметаны, 500 граммов клубники, 1 стакан сахара, 40 граммов желатина, 100 миллилитров молока и ванилин. Для начала необходимо замочить желатин. Высыпаем желатин в молоко, хорошо перемешиваем до растворения комочков и отставляем в сторону для набухания. Берем чашу, в которой будем смешивать все продукты. Выкладываем в нее творог. Используйте творог любой жирности, хоть обезжиренный. Добавляем сметану. Вместо сметаны можно взять нежирный йогурт или молоко. Высыпаем сахар или мед по желанию и ванилин. Далее с помощью погружного блендера измельчаем продукты в однородную воздушную массу без комочков. Пока отставим ее в сторону и займемся клубникой. Отдельно откладываем самые красивые клубнички для украшения десерта. Они понадобятся нам чуть позже. А поскольку подавать десерт будем двумя разными способами, то и клубнику нужно подготовить для каждого из них. Для десерта с белой основой понадобится клубника, разрезанная на две половинки. Разрезаем часть клубники пополам, а остальную оставляем в целом виде. Она понадобится нам для розового десерта. Подавать первый десерт будем в плоских бокалах на высокой ножке. Выкладываем клубнику срезом вниз на дно бокала. А тем временем желатин хорошо набух. Его нужно растопить до жидкого состояния. Сделать это можно в микроволновке или на водяной бане. Главное не допускать кипения желатина, иначе он потеряет свои желирующие свойства. Желатин растоплен, и продолжая взбивать, вливаем его тонкой струйкой в творожно-сметанную массу. Еще немного перемешаем и разливаем подготовленную смесь в бокалы. Отправляем десерт с белой основой в холодильник и приготовим розовый десерт. Для этого клубнику выкладываем в оставшуюся творожно-сметанную массу и пробиваем блендером до однородного состояния. Выливаем клубнично-творожную смесь в креманки и отправляем десерт в холодильник до полного застывания. Спустя 2 часа десерт можно украсить и подать к столу. Украшайте его измельченными орехами, натертым или растопленным шоколадом, свежей клубникой и листиками мяты. Все на ваш вкус. Вот такой творожно-сметанный десерт с клубникой у нас получился. Готовить его можно практически с любыми фруктами и ягодами, как свежими, так и замороженными, а подавать его нужно охлажденным. Этот десерт из простых и доступных продуктов, легкий в приготовлении, очень нежный, по вкусу больше похож на мороженое и просто тает во рту. Приготовить этот десерт можно заранее, он прекрасно держит форму и не тает при комнатной температуре. Десерт очень красивый, эффектный и отлично смотрится на праздничном столе. Я показала вариант подачи в стеклянных креманках, хотя его можно готовить в силиконовых формах различной конфигурации или разъемных в виде торта. Летом, когда изобилие свежих фруктов и ягод, можно готовить различные лакомства, например, вот такой десерт или легкие фруктовые торты без выпечки. У меня на канале есть рецепт такого тортика. Ссылку я оставлю в описании под видео. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита!
Если вам понравился этот десерт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты десертов. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.